Здравствуйте. Наш проект называется ФАРА. Он является реализацией метода межскважинного радиоволнового просвечивания РВП. Мы занимаемся всеми этапами проекта, разрабатываем методику, оборудование, программное обеспечение, а также организуем полевые работы. Сам метод не является новинкой. Такие эксперименты проводились еще в середине прошлого века. Первый вариант аппаратуры, который положил начало развитию нашей системы, был создан в Ленинградском научно-исследовательском институте Виркрут Геофизика. В 2003 году мы выделились в независимую коммерческую компанию. Наша группа преимущественно работает на территории Канады. В 1997 году мы выиграли тендер компании Falconbridge на применение метода на объектах в Садбери и начиная с 1998 года проводим там производственные работы. Среди наших клиентов две крупнейшие компании по производству никеля в мире. Это Glencore, бывшая Xstrata и Falconbridge, и Vale, бывшая CVRT и Inco. 2002 год стал поворотной точкой в нашей истории. В этом году мы приняли участие в первичном исследовании одного из крупнейших месторождений прошлого десятилетия – никель-Рим в районе Садбери. Наши исследования внесли существенный вклад в определение границ рудного тела, его мощности и углов залегания, что потом было использовано при закладке новых уточняющих скважин и при построении окончательной модели. В 2005 году для разработки этого рудного тела был построен рудник, который работает по сей день. Мы также проводили работы с целью поиска новых перспективных залежей на периферии рудника. Участие в разработке никель-Рим сделало нам хорошую рекламу, в результате чего нашими работами заинтересовались многие горнодобывающие компании Канады. Несколько слов о том, как это работает. Для проведения измерений нужны две необсаженные скважины. Модули приемника и передатчика опускаются в них при помощи лебедок. Представим, что между скважинами находится проводящий объект. При прохождении через него энергия передатчика частично поглощается. В результате в области поглощения наблюдается падение уровня сигнала приемника. При изменении глубины передатчика также изменяется уровень и форма сигнала, что дает информацию о положении, размерах и форме объекта. По полученным данным строится томографическая реконструкция проводимости межскважинного пространства, что позволяет наглядно отобразить объекты поиска. Можно условно выделить несколько типичных задач, которые способна решить система. На иллюстрации приведен пример решения задачи поиска неизвестных объектов. Здесь система выявила проводящую зону в пространстве между скважинами, которые не имели рудных подсечений. Проведенное по результатам работ бурение установило, что зона соответствует медно-никелевой залежи. График справа демонстрирует разницу между расчетным сигналом для пространства в отсутствии проводящих объектов, синий, и полученным сигналом, красный. Их разница является следствием поглощения энергии проводящим объектом, рудным телом. Здесь приведен пример, когда буровые работы по сети вскрыли два рудных подсечения в одной из скважин. С применением фара было установлено, что минерализованные зоны, соответствующие подсечениям, имеют вытянутый характер, параллельное падение, разную протяженность и выклиниваются, не достигая другой скважины. Как и в предыдущем случае, график показывает разницу между расчетным сигналом для безрудного пространства и полученным сигналом. В данном случае было известное протяженное рудное тело, расположенное в зоне контакта. Также было известно, что контакт на некотором расстоянии меняет свою структуру, и нужно было определить, как в связи с этим меняется рудное тело. По результатам проведения работ было установлено, что рудное тело справа теряет свою минерализацию на расстоянии 400 метров от правой скважины и окончательно выклинивается на расстояние 450 метров. Эти выводы были подтверждены заверочными скважинами. Помимо оконтуривания рудного тела, была также зафиксирована зона проводимости слева, не имевшая на тот момент соответствия с известными геологическими структурами. Заверочная скважина вскрыла зону дробления, насыщенную минерализованной водой. Несмотря на то, что этот результат не имел практической ценности с точки зрения добычи, он был учтен при планировании подземных проходов в этом районе. Помимо определения внешних границ объекта, система в некоторых случаях позволяет выявить его внутреннюю структуру. На рисунке показан пример, когда обе скважины вскрыли обширные интервалы слабой рассеянной минерализации. Использование системы позволило не только определить форму, размеры и границы зоны, соответствующей слабой минерализации, но также выявить локальную область массивной минерализации внутри зоны. Графики демонстрируют разницу между расчетными значениями амплитуды и фазы сигнала для пространства в отсутствии проводящих объектов и полученным сигналом. Часто система привлекается для подтверждения того, что ресурсы месторождения исчерпаны, и дальнейшее использование связанных с ним структур нецелесообразно.
В данном случае существовал рудник, разведанные запасы которого подходили к концу и стоял вопрос о его закрытии. Бурение по периферии не выявило промышленно значимых рудных зон. Как последний этап, руководство компании решило провести работы ФАРа, чтобы убедиться в правильности решения закрытия рудника. В процессе исследования было выявлено несколько проводящих зон. Ни одна из них не была посечена существующими скважинами. Две из этих зон видны на изображении. По результатам работ была утверждена программа расширенного бурения, и объем потенциальных запасов рудника был скорректирован. В настоящий момент руководство компании приняло решение о продлении жизни рудника еще на 10 лет. Поскольку проект изначально создавался как коммерческий, существенное внимание было уделено производительности. Возможность накопления данных в процессе движения приемника позволила кардинально сократить время измерений. Также для повышения скорости сбора данных нами разработано уникальное спускоподъемное оборудование. Отличительной особенностью является возможность работы на нескольких частотах одновременно, что с одной стороны повышает надежность результатов без снижения производительности, а с другой позволяет как выделить мелкие слабопроводящие объекты, так и получить информацию о структуре массивных зон. Фара работает в широком диапазоне геометрических параметров. Расстояние между скважинами до 1 км, диаметр скважин более 42 мм, глубина до 3 км. Способность регистрации как амплитудных, так и фазовых характеристик сигнала дает дополнительную информацию о среде и расширяет возможности для дальнейшей обработки. В Фара существует двухступенчатая система контроля качества полевых материалов, благодаря чему достигается максимальная достоверность результата. Практика двусторонних измерений является ключевым компонентом системы контроля качества. По завершению работы с одной стороны скважинные модули передатчика и приемника меняются местами, измерения проводятся заново. В результате получается два независимых набора данных, собранных по одному и тому же разрезу, но с разных сторон. Эти наборы обрабатываются отдельно, после чего появляются два независимых томографических изображения, соответствие которых говорит об общей достоверности результата. На рисунке слева представлено томографическое изображение для передатчика слева, в центре для передатчика справа и, наконец, обработка по полному набору данных. Как можно видеть, изображения отличаются лишь незначительными деталями, что говорит о высоком качестве результата. На фото показано рабочее место оператора приемника. Оператор приемника является руководителем измерений, отдает команды группе передатчика, следит за процессом в реальном времени, принимает решения об остановке накопления данных, проведении повторного контрольного измерения, извлечении скважинного модуля с целью замены элементов и так далее. Поскольку измерения проводятся при высокой скорости перемещения модуля приемника, отдельная роль выделена для оператора лебедки. Он следит за состоянием кабеля, регулирует скорость перемещения и отслеживает момент возможной аварийной блокировки модуля в скважине. Наша команда накопила богатый опыт работы под землей на действующих родниках. Мы хорошо знакомы с принципами организации подземных работ и особенностями их логистики. Также мы хорошо знаем специфику техники безопасности при проведении подземных работ, к соблюдению которой предъявляются особые требования. Спасибо за внимание. Мы приглашаем вас к нашему стенду номер 10 в зале СРРК-1, где мы можем более подробно обсудить вопросы работы и применения фара. Также на веб-сайте fara-systems.com вы можете найти больше информации о нашей системе, примеры применения, технические детали, фотографии и многое другое. Еще раз спасибо.